Всем привет! Давно я с вами не виделась, ничего я вам не выкладывала. Простите, пожалуйста, за задержку. Я вам сегодня расскажу про небольшое окрашивание. То есть это у нас будет с вами коррекция цвета. Девушка пришла, как вы видите, волос у нее отрос на корнях. Она делала себе мелирование много-много раз. За этот период ей очень здорово испортили волосы, и вот она ко мне пришла для того, чтобы я все ей исправила, и мы с ней занялись лечением волос. Так как я вам уже говорила, я занимаюсь молекулярным восстановлением волос, поэтому как бы здесь у нас все идет в комплекте. Мы и лечим, и красим, и стрижем, и, в общем-то, продолжаем работать, так как девушка у нас все равно хочет оставаться блондинкой, она не хочет темный цвет, а самое главное, ей не нравится у нее такой достаточно мышиный цвет на корнях. Ну, кто-то, кто любит холодные цвета, этого не понять, потому что на самом деле в большинстве любят холодные цвета. Но вот моя модель не любит холодный цвет. По всем мы делаем в теплых оттенках, поэтому кипельно-холодных и белых вы здесь от меня не дождетесь, потому что изначально я беру теплые оттенки. Видите качество волос, очень много подшерстка, то есть у нас на концах волос практически нет, волосы отломились от постоянных окрашиваний. Вы знаете, когда мы мастера немножко халтурим и красим каждый раз порошок на порошок, то волосы в конце концов не выдерживают. Так вот, нам теперь надо как-то с этим жить, это надо как-то отращивать, исправлять. Вот мы теперь будем с ней потихонечку делать растяжку цвета, потому что желание моей клиентки такое: остаться светленькой, но чтобы это было очень незаметно. Конечно, в идеале лучше всего сделать AirTouch, но AirTouch на ее волос совершенно сейчас невозможен, потому что, в общем, красить нечего будет, потому что волос совершенно обломанный, и весь волос у нее, конечно, внутри. Поэтому я использую специальную расчесочку. Техника называется с помощью этой расчесочки это микромелирование. Поэтому мы с вами делаем ей микромелирование. И, как видите, я делаю где-то, беру толщину прядок, наверное, где-то полсантиметра. То есть я делаю достаточно тонкие прядки для того, чтобы рассеять, скажем так, и смешать, перемешать ее рисунок. То есть она хочет, еще раз повторю, остаться светленькой, но она не хочет явных полосок, то есть она хочет невидимый вот этот плавный переход, что называется растяжкой цвета. Поэтому мы с вами не красим в этот раз все волосы. Я вам нарисовала схему, как я работаю. Вот видите, мы в данный момент сейчас делаем коррекцию отросшего мелирования именно на видимые зоны. Почему видимые зоны так называемые? Хотя, видите, я сейчас крашу на затылке. Видимая зона у нас это будет тогда, когда она поднимет волосы наверх. И тогда, конечно же, у нее затылок тоже будет весь на виду у людей. И чтобы это не было, вы сами понимаете, что это просто не очень красиво получается. Нам надо добиться естественности, красоты и живости волос. Наносить старайтесь очень аккуратно, не заезжайте на ранее окрашенные волосы. Так как у нас с вами рисунок раньше был другой, вы смотрите просто и прокрашивайте те зоны, которые еще у вас с косметической базой, для того, чтобы все-таки растяжка получилась более плавной, более красивой. Да, я понимаю, что, конечно, надо было бы затемнить остаток волос в более темный оттенок, но вы сами понимаете, что любая, даже безаммиачная краска все равно дополнительно травмирует волос, и помимо этого цвет все равно будет смываться и будет уже такой не очень опрятный, грязный. Лучше сейчас полечить волосы и уже дальше, в дальнейшем уже делать правильное окрашивание.
Вот, потому что все-таки хочется, чтобы люди и вообще девушки, конечно, ходили с красивым окрашиванием. Вот вы видели, сейчас была схема височной зоны, я вам уже показываю. Я здесь вам очень стараюсь подробно показывать, как я работаю в технике с этой расчесочкой. Это очень удобная расческа, действительно получается очень плавный вот этот вот мягкий переход без шва. Вот видите, аккуратненько наносите, старайтесь ближе к корню наносить, подтягиваете волосы и убираете уже ранее окрашенные, то есть ранее обесцвеченные волосы в сторону, для того, чтобы у вас они не лежали в порошке, то есть они не соприкасались с порошком. Вот прям аккуратненько пальчик засовываете, и у вас сразу получается, когда вы засовываете расческу в волосы, у вас получается сразу деление на две части волос. Я, как правило, беру верхнюю, потому что верхнюю у нас с вами получается меньше. Где-то в верхней у вас процентов 30 волос остается, 30-35. Вот. Но вы в дальнейшем, когда вы будете смотреть дальше мое видео, вы увидите, что я дальше могу разделить два раза. И если вы будете делить два раза прядь, у вас уже будет четкая техника AirTouch, то есть уже потом невозможно будет отличить, в какой технике вы работали. Так что вы, пожалуйста, активно используйте этот инструмент. Это действительно очень хорошая вещь. Смотрите, аккуратненько наносите. Не сразу вы от корня наносите краситель, а сначала вы чуть-чуть отойдите в сторону, то есть если на кисточке много краски, то есть много порошка, у вас будет клякса, если вы сразу нанесете близко к корням. Поэтому аккуратненько растягивайте краситель, равномерно накладывайте. Вот. Бумажками, конечно, получается немножко долго. Вот, но старайтесь, делайте, видите, четко какая полоса, и мы с вами до этой полосы красим. Все делайте не торопясь, аккуратно, нигде не заезжайте. И в конце, вот сейчас еще раз увидите, берите за хвостик, подтягивайте прядь для того, чтобы у вас фольга плотненько лежала к корню. И дальше переходим с вами на следующий висок. Продолжаем все в той же технике, ничего пока не меняется. То есть это и есть видимые зоны. Да, я хочу поделиться с вами радостной новостью. Я все-таки открыла снова салон, поэтому будем теперь обучаться там. С онлайн мы с вами переходим на живое общение. Но, конечно же, я понимаю, те, кто не живет в Москве, конечно, мы с вами будем продолжать учиться по онлайн. Так что вы не волнуйтесь, онлайн я не забрасываю. Но зато теперь мы с вами можем отрабатывать все уже в моей студии. Также, если вы хотите и у вас есть уже определенная база клиентская, вы можете прийти ко мне на аренду. Я сдаю рабочие места, так что вы обращайтесь, пишите, я буду рада с вами сотрудничать. Как бы приходите в мой коллектив. Вот вы смотрите видео, значит, а я пока буду дальше вам рассказывать про то, что мы с вами делаем. Видите, у меня тут разная фольга идет. Ну, тут уже получается, это вообще не принципиально. Принципиально для меня только одно. Как бы вам ни говорили, но никто законы физики не отменял. Я кладу краску и волосы на блестящую сторону. Мне так больше нравится, эффект действительно получается чуть-чуть быстрее, потому что по закону физики температура здесь держится дольше, да, теплее и равномернее распределяется. Именно в блестящую, поэтому блестящую у меня вовнутрь смотрит. Вот если вы обратите внимание. У меня есть... О, подождите секундочку по поводу фольги после. Вот смотрите, самое главное... Здесь это, конечно, мы схему проехали. Вот смотрите, здесь самое главное. У нас с вами идет шляпная зона. Я выделила большую часть шляпной зоны, как вы видите. Я не закончила ее на макушке. Я опустила на верхнюю затылочную зону. Вот здесь у нас с вами, у многих наших клиентов есть проблема. Есть вихры, да, которые у нас растут в разные стороны. Получается, у нас с вами там раскладушка. То есть макушечка наша такая, которая закручивается.
И когда ваша девушка ходит, пришла к вам, вы обратите, пожалуйста, внимание на рост волос. Если у макушечка низко, вы должны будете опустить еще ниже. Нужно будет сделать так, чтобы эта зона была тоже закрыта, чтобы она смотрелась также красиво. Потому что если там у вас останется эта раскладушечка, то будет много темного цвета. Вы помните о том, что вот то, что вот у меня закреплено под вот фольгой, вы видите, да, вот я сейчас крашу под планшетом, вот эта зона, она вся будет у меня сегодня не прокрашена. Потому что, посмотрите, у нее вот это место, волос очень короткий, у нее просто совсем отломался волос. Очень аккуратно смотрите за вашей клиенткой, смотрите за ее качеством волос. Поэтому вы можете ей предлагать как бы два варианта. Сначала она пришла к вам, вы делаете полностью коррекцию, а затем, например, в следующий раз вы делаете коррекцию уже частичную, то есть не полную, как мы сейчас делаем с вами. То есть получается мини-программа и полная программа. Вы об этом подумайте, потому что эта мини-программа, она также очень хорошо смотрится и считается полноценным окрашиванием. Но как у нас многие мастера сейчас топовые говорят о том, что это экспресс-окрашивание, быстрое окрашивание в несколько прядей, там, сколько они там считают, 25, там, 30 прядей. То есть, ну, это у нас с вами также экспресс, быстрое окрашивание, а итог, конечно же, получается такой же красивый и правильный, как и должно быть. Значит, про фольгу. Я использую и гладкую, и тесненную. Здесь вообще не принципиально. Это на качество работы не влияет. Качество работы, естественно, зависит только от ваших ручек, от того, как вы делаете, от правильно подобранного состава и от правильного нанесения. Конечно же, так как у нас порошки, будьте очень внимательны. Не работайте сильно жидкой смесью. Есть определенная пропорция разведения для каждого бренда, когда мы упаковываем фольгу, когда мы работаем с фольгой, для того, чтобы избежать клякс. Очень часто работаем мастера, так как мы хотим поближе же к корням нанести все это правильно, но для того, чтобы у нас не было кляксы, правильно разводите красители. То есть у нас с вами все, мы должны работать по инструкции. Значит, волос у меня здесь слабый, как вы видите. Мы занимаемся лечением. Вот я сейчас сделаю мелирование, и после этого я, конечно же, буду лечить волос, и после этого мы будем еще тонировать его. Тонировать, потому что, я еще раз повторюсь, девушка у меня не любит свой мышиный цвет, она хочет быть в теплых оттенках. Поэтому все это мы будем делать. Но я сначала буду, ну вы увидите тут мелирование, прокрашиваю седину, и после этого только идет легкое тонирование уже после лечения на всю длину. Так, что мы с вами про порошки? Какие я здесь порошки использую? Вы, естественно, работаете на любом бренде, который вы любите. Вот смотрите, сейчас у меня идет двойное разделение. Видите, я одну прядь 2 раза поделила. У меня в руке где-то осталось процентов, наверное, всего лишь 12, ну не больше 15 от пряди. Обратите внимание. И вот это двойное разделение у вас даст эффект аэртача. Вот, все, вы это увидели. И теперь начнем про порошки. Те, кто работает медленно, мы с вами начинаем с 1,5% оксидом. Те, кто работает быстро, можете начинать с 3%. Начинаем, как правило, все с затылочной зоны, потому что затылочная зона у нас считается самой здоровой, самой холодной. Виски у нас с вами самая горячая зона, и желательно заканчивать висками. Это как бы по правильной технологии. Ну, конечно же, каждый работает по-своему. Некоторые наносят один и тот же оксид по всей длине и смывает по очереди в моечке. Но для меня это неудобно. Я использую разные оксиды по всей длине волос. Вот видите, опять же у меня идет двойное разделение одной пряди.
Еще раз повторюсь, это я делаю специально для того, чтобы эффект микромелирования, кстати, некоторые называют эту технику вуаль, она действительно очень красиво смотрится, делаю для того, чтобы приблизить к эффекту Air Touch. Девушка не хочет резких контрастов, она хочет очень мягкий переход и невидимый рисунок, но хочет быть беленькой. Поэтому, когда вы разговариваете со своим клиентом, вы всегда будете четко понимать, чего она хочет, и от этого будете подбирать технику, которую вы будете делать на волосах. Ну а главное еще и по возможности. Видите, в этой вот в моей модели, в этом моем случае, я не могу применить технику Air Touch, к сожалению, но я не думаю, что вы увидите итог, как-то вы сильно отличите, то есть эффект будет все равно очень красивый, хотя конкретно я красила, как вы видите, только корни. Все перед вами, ничего не скрываю, все показываю. Единственное, не забывайте, когда вы используете красители, обязательно добавляйте лечебные средства. Большинство плексов, ну и большинство лечебных уходовых средств, которые вы добавляете в красители, оно немного тормозит действие. Тоже это, конечно же, учитывайте. Это влияет сразу и на скорость действия краски, и на скорость вашей работы. Поэтому вы уже определитесь, как и что вы делаете. Ну вот, знаю, что из большинства средств, вот есть самое как бы недорогое, это HEC хромоэнергетический комплекс от Estelle, вот он не тормозит действие осветления, то есть не тормозит действие порошка. Так что если вы хотите убыстрить, вы хотите недорого как бы смягчить действие красителя для клиента, то вот, пожалуйста, можете использовать. Я его проверила уже на окрашивание. Действительно работает, не замедляет действие. У каждого бренда есть свои уходовые средства, которые рекомендуют добавлять в тот или иной состав. Поэтому вы можете их спокойно использовать. Просто не забывайте учитывать время. Вы видели, я вам показала схему разделения нашей топ-зоны, и вы видели, что здесь я уже перешла на диагональные проборы. Обратите внимание на эти проборы, и потом вы уже в итоге посмотрите, как это выглядит. Конечно, видео не передает, но вы должны понимать, для чего вы это делаете. Можно делать горизонтальные, можно вертикальные, можно диагональные. Это все зависит от рисунка, который вы в итоге хотите получить. На курсах на своих, естественно, я вам это объясню, и я покажу, и расскажу, как выглядеть должно это будет в итоге, и вы тогда будете правильно уже подбирать свой вариант окрашивания. Так что вы можете использовать мою схему, а можете в дальнейшем придумывать свою схему окрашивания. Красители, которые я использую здесь, это красители от Goldwell. Я не являюсь дистрибьютором, то есть я ничего не продаю. С вопросами о продаже, поймите меня правильно, прошу не обращаться ко мне. Здесь я ничем помочь не могу, я такой же покупатель, как и вы. С удовольствием вам напишу рецепт окрашивания, если вам понравился цвет. Так что вы задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всегда на них с удовольствием отвечу. Какие уходовые средства я еще люблю? Я уже тоже, наверное, говорила, не помню здесь. Ну, говорю в каждом видео. Покупаю еще уходовые средства от Laone Lab. Кератины, коллагены и всякие там аминокислоты. Это я все тоже очень люблю. И даю вам на Laone Lab ссылку под своим видео. Так что вот я прям даже вам их рекомендую, потому что качество волос действительно становится очень хорошим. Ну вот, мы с вами доделываем наши последние прядки. Я перевернула видео для того, чтобы вам лучше было видеть. Здесь мы заканчиваем все в той же технике разделения. И дальше мы уже приступим к прокрашиванию корней. Пока она у вас будет сидеть уже в фольге, вы сейчас увидите результат, как выглядят эти бумажки, которые в фольгу, как мы с вами конвертики завернули, как все наносилось. Увидите эту схему, она совпадает четко с рисунком, который я вам дала по схеме. Вот, видите,
как нарисовала, так бумажки и лежат. Вот, а теперь мы с вами развели краску для корней. Кстати, я забыла сказать, что корни у девушки еще плюс седые, поэтому я развела краску для седины. И мы с вами прокрашиваем аккуратненько все волосы и между бумажками. То есть все корешки, не все волосы, а именно корешки. Вот я вам здесь решила приблизить. Так что смотрите, действительно делаю это так. Аккуратненько прокрашивайте, нигде ничего не пропустите. Прокрашивайте обязательно все корешки, не только там, где мы с вами сделали мелирование, даже там, где мы с вами мелирование не сделали. Потому что, еще раз напомню, ей просто еще дополнительно не нравится свой цвет. Поэтому даже если бы не было седины, мы бы все равно с вами корешочки прокрасили. Выдерживаете положенное время, все смываем, делаем маску, подстригаем, укладываем. И вот вам наш результат. Так что смотрите, пожалуйста, пользуйтесь, подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Спасибо вам большое, что вы со мной. Пишите, задавайте вопросы, я с удовольствием на все отвечу. Приходите, буду рада вас видеть. Хорошего вам дня, утра, вечера, ночи. Всем пока-пока.